Всем привет, мои дорогие! С вами, как всегда, Мирослава. Рада видеть вас всех на канале Колыбель искусства. Сегодня продолжаем сет по созданию новогодних украшений для дома, а именно новогодних шаров. Мы уже сделали с вами два потрясающих необыкновенных шара. И сегодня третий, завершающий в этом году этот марафон. Но не только выйдет мастер-класс на канале, а еще выйдет видео с результатами конкурса, в котором разыгрывались пластиковые заготовки для изготовления шаров и декупажные карты с новогодними мотивами, с новогодними картинками. Желаю всем удачи, вы обязательно победите! Непосредственно к сегодняшнему дню. Нам необходима для работы сегодня пластиковая заготовка, декупажная карта, гель объемный, интересный, да, меловая краска, акриловая краска. В общем, полный перечень, как всегда, вы найдете ниже под видео. Я уже обезжирила свою заготовку, и сейчас я я буду клеить декупажную карту на перегородочку, да, такую. И нанести на нее необходимо грунт или акриловую краску. Я буду использовать белую акриловую краску. Ничего особенного, наносим. Если вы это делаете кисточкой, так же как я, старайтесь растянуть краску хорошо. Ну и с первого раза та же история. Не торопитесь все закрыть. Если у вас краска плохо ложится или не такая плотная, покройте, подсушите. Высыхает очень быстро на пластиковой поверхности. Подсушили и покрыли еще раз. Главное, чтобы не оставались какие-то грубые такие полосы от кисточки. Все, оставляю подсушиться. Скорее всего, покрою еще раз. Сейчас я буду заниматься декором половинки, той, которая будет сзади. Буду работать в середине, то есть все буду наносить в середине шара. Снаружи будет такой эффект стекла потом, да. Для этого я возьму структурный гель. Его можно наносить по-разному, и губкой, и кисточкой. Как вам угодно, можно наносить любым инструментом, смотря какой эффект вы хотите. Мне сегодня нужен такой неравномерный, но покрыт полностью, да, будет серединка шара. Поэтому я буду наносить кисточкой. Кисточка у меня такая достаточно грубая, уже такая пожившая, то, что мне и надо, собственно. И вот такими мазками. Здесь мне не надо добиваться каких-то ровных, да, моментов. Я наоборот хочу какой-то и ледяной, и морозный эффект. Но в тот же момент все должно быть более-менее и гладко, и не гладко, но вот как-то так, вот кисточкой. Переворачивайте в процессе работы и смотрите, если вам нравится уже, да, как это выглядит, остановились. И, конечно, блестки, куда без них. Новый год без блеска — это не Новый год. Разные. Я смотрю на картинку, да, у меня здесь и синий, там и какой-то сиреневый, есть и красный, поэтому разные буду использовать. Как бы вам увидеть, разных блесток, да, и крупных, и мелких. И сейчас надо оставить, чтобы это все хорошо высохло. Отставляем в сторону.
И приступаем к приклеиванию карты на перегородку. Сейчас я все уберу и будем клеить. Одну половину мы украсили, а эту половину тоже надо немного украсить. Совсем о ней как-то забыла. Беру тот же гель, ту же кисточку. И здесь только по краю. Много взяла. Вот такими движениями. Так, ну блесток для лицевой стороны, я думаю, достаточно. Сейчас я влажной салфеткой здесь уберу. Очищу, да, поверхность чуть-чуть, чтобы картинка хорошо просматривалась. И оставлю также сушить до полного высыхания. Сейчас клеим карту. Клей для декупажа. Наносим. Сверху еще раз клей от середины к краям. Все как обычно. Лишнюю карту, если у вас осталось, да, вышла карта за края, значит, убираем с помощью наждачной бумаги. Все великолепно, оставляю высыхать. Так, карту я высушила, покрыла лаком и снова высушила. Лаком покрывайте обязательно, всегда. Сейчас я возьму кисточки, такие небольшие, совсем разные, и еще украсим картинку непосредственно. Да, украсим бороду дедушки, добавим каких-то элементов. Для этого я буду использовать гель, который мы уже использовали, белый, буду золотой использовать гель, белую акриловую краску, блестки разные. Ну, в общем, такая эта работа, знаете, большое удовольствие. Что-то добавляешь, украшаешь. Очень здорово. Ну, на этом все. Оставляю высыхать. Тем временем, пока мы занимались, да, всеми оформлениями середины, наша половинка, которая покрывалась блестками и объемным гелем, высохла. И сейчас я возьму меловую краску, закрою все в середине краской. У меня красивый такой глубокий синий цвет, очень подходит мне по теме, поэтому приступаю. Буду делать это губкой. Сейчас посмотрите, какой, я очень надеюсь, вам видно, какой красивый эффект такого звездного, волшебного новогоднего неба. Очень красиво, очень мне нравится. Ну, прямо поближе. Мерцает, переливается, ну, очень новогодний и очень волшебная новогодняя ночь такая получается. Красота. Краска высохнет, могут где-то у вас появиться пробелы. Ну, просто спокойно покройте еще раз после высыхания. Не торопитесь, пускай хорошо высохнет. И посмотрите. Если нормально, с первого раза покрылась, отлично. Нет, значит, ну, вернитесь, покройте еще раз. Заготовки все высохли. И приступаем к сборке и украшению сверху. Так, шар собран.
И сейчас что я сделаю? В первую очередь я возьму вату в Потале, возьму клей для золочения и еще немного добавлю блеска сверху. Еще немного украшу. Так, беру клей для золочения. Наношу. По-разному наношу. Где-то больше, где-то меньше. Так, даю им подсохнуть. Запомните, вата Поталь, она тоже не любит очень сухую поверхность. Чуть-чуть жирнее ее оставляем, чем обычно. Так, и как только не видно явных белого следа от клея на поверхности, можно приступать к нанесению, в принципе. У меня синяя и серебряная. Очень большой ее выбор. Выбирайте, какая вам необходима, какая вам нравится. Очень помогает в работе. Обязательно застелите поверхность, потому что она очень такая сыпучая, цепкая. Все будет у вас, все будет Новый год. В общем, все будет блестеть. Ну и сейчас берете. Немного такой. Вот я просто возьму сначала вот так вот. Буду накладывать такими похлопывающими движениями. Вбиваете ее в поверхность. Вот такой дополнительный красивый эффект. Насколько сильно вы покроете, это опять дело вкуса. Хотите больше, покройте. Где-то еще зайдите побольше. Хотите, оставьте так, вот как я сделала. Больше синего, больше серебра, еще какой-то цвет добавьте. Это, повторюсь, дело вкуса. Здесь уже нет никаких правил. Здесь правило одно, чтобы вы получили удовольствие и ваша работа приносила вам радость. Все, сейчас уберу поверхность и продолжу дальше украшать. Ну и продолжим. Делаем веревочку. Сейчас возьму стразы, у меня есть. Очень подходят мне в тему. Они на клеевой основе, но можно, конечно, добавить еще клей дополнительно. Ну вот, собственно, и все, наверное. Подошел к завершению сегодня видеоурок, в результате которого мы создали новогодний шар, новогодние украшения. Использовали для этого не так много техник, а результат совершенно потрясающий, очень красивый шар получился. Работали с ватой Поталью, обычной техникой декупаж, украсили какими-то гелями. Кстати, хотелось акцентировать, внимание, мы в середине украшали гелем, а потом закрыли сверху Поталью. И вот может возникнуть вопрос, зачем, если сверху? Обязательно надо это делать в середине, как-то декорировать. Посмотрите, все это просматривается, все эти гели потом видны. У вас бы была полупрозрачная, уже не тот бы был эффект. А благодаря тому, что в середине гель, в середине имитация снега, получилась вот такая красивая поверхность, и со всех сторон красиво просматривается шар. Конечно, очень красивый задний фон получился, такой зимней ночи. Все переливается, блестит, очень красиво.
Снова ничего особенного, ничего сложного, всего лишь объемный гель, блестки и краска. А эффект, я считаю, очень и очень прекрасный. Ну и сверху декор. Декор может быть любым, как на ваше усмотрение. Подбирайте, смотрите, что вам больше нравится. Ну, такой шар. Еще хотела обратить внимание на картинку. Не знаю, она меня тронула. Рыжий кот в руках у Деда Мороза. Год 2023 – это год кота и кролика. И есть такое поверье, что рыжий кот в дом к счастью. Вот этой картинкой я завершаю сет из новогодних шаров. И этой картинкой хотела подчеркнуть, чтобы Дед Мороз в каждый ваш дом принес много-много счастья. Вам и вашим семьям. Добра, мира и достатка. И напоминаю, следите за выпусками сегодня на канале Колыбель Искусства, потому что помимо этого видеоурока выйдет видео с результатами конкурса. Я желаю всем удачи. Если кто-то не выиграет, не огорчайтесь. Перед Новым годом будут еще проводиться конкурсы. И если вы будете принимать активное участие в следующий раз, обязательно вы станете победителем. Всем удачи! Мои дорогие, не забывайте подписываться на канал Колыбель Искусства. Впереди вас ждет еще много интересных новогодних мастер-классов, и не только новогодних, и розыгрышей совершенно замечательных. Поэтому подписывайтесь, следите за нашими выпусками, оставляйте свои лайки. Это, безусловно, помогает развиваться мне и моему каналу. И оставляйте свои комментарии, я их жду с нетерпением. Ну, всего вам доброго, до новых встреч и давайте творить вместе.